Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем игру под названием Зубы. Сегодня будем играть за фейчку, да, в прикольном скинчике кальмарчика, да, осьминог в кальмаре, все дела. В общем, поговорим о новостях, тут немного их, как бы, завезли ивентик вчера вечером, вот такой вот модненький, я тут прошел. Первый этап у меня был 80 очков, второй 130, и вот третий этап 120 очков. Я, конечно, ну, без шансов тут успевать на четвертый этап. Я по 55, по 60, по 50 где-то очков получаешь с собой, но этого, мне кажется, не хватает, чтобы очень быстрый... А, тут за Рави играю, надо было играть, да? Ну, в общем, за Рави я не играл, поэтому, как говорится, на вот эти вот штучки я что-то так себе посмотрел. Ну, видимо, надо было играть за Рави, тогда было бы быстрее, и шансы были бы повыше. Но я почему-то уверен, что на эксклюзивный смайл там будет вот это вот Феникса яйцо, да? Там будет как раз дофига надо будет очков. Думаю, минимум 500, а то и 1000, как обычно. Ну, посмотрим, вдруг будет поменьше. Я думаю, я добью, покажу вам, если что. Это по поводу ивентика. Ну, опять же, вот этот смайлик, который сейчас выпадает с сундучков. Сундучков я открывал целую кучу, ничего не выпало, ну, как вы понимаете же, стандартненько. Ну, и это еще не все, ребятки, сегодня по поводу немножко магазинчика хотел бы вам показать, там супер акции у меня, как всегда. Ну, это надо показать, просто вам, просто покажу. Ну, про сундуки я молчу, да, очень выгодное предложение, вот. Сейчас видите, две акции, да, с монетками. Вот это слева монетки, чтобы вы понимали, 2000, за 20 тысяч гемов можно купить по стандарту 3000 монеток. Ой, 3 миллиона монеток, вот, да? А здесь за 20 тысяч гемов предлагают на 200 тысяч больше. Понимаете, да? Выгода x2 по логике разрабов. Но вот второе предложение, это уже очень круто. Почему? Смотрите, видите, 311 700, да? А теперь посчитайте, сколько будет вам стоить такая же сумма монет, но в левом варианте. А я вам скажу, 2000 гемов. А тут всего лишь за 460. То есть, ну понимаете, да, разницу? 460 гемов получаете, 300к монет ваши. А тут надо потратить 2000 гемов, чтобы получить те же 300к монет. Ну, я считаю, это капец как выгодно. Я, наверное, тут правую акцию возьму. Потому что 300к монет это дофига, реально. Ну вот, смотрите, за 500 гемов 55 тысяч, видали? А там за 400 с чем-то 300к, вот. По сути, вот. Даже видите, за 2000 даже 300к не покупается. Вот такая вот ценность иногда бывает, поэтому заходите в магазинчик, не забывайте проверять. Ну и все такое. Ну а мы отправимся сейчас за фейв, командные бои. Поднимать надо рейтинг, возможно, сундучки. Именно с этого сундучка, который будет за рейтинг, выпадет вам долгожданный смайлик, но я в этом не уверен. По поводу еще одного момента, там многие писали, зачем я на Бака беру кассетную бомбу, вы чё? Как же это так? Объясню логику. Бак, ну, на том рейтинге, на котором я на нем играю, он залетает в сквад противников обычно, да? То есть я обычно дерусь 1 в 5. И как вы знаете, сейчас низкие уровни, ну, они всегда так было, дамажат как и высокие уровни, ну, в общем, много чего есть. Да, никсы отобрали, как всегда. Ну, так, в общем, по дамагу там очень много залетает и все такое. О, как залетел у меня красиво только что. Поэтому... Блин, наверное, сейчас будет замес, я не смогу рассказать все как хочу. Так, ну давайте, ладно, побахаем. У меня же тут минус армор идет. Надеюсь, мои полезные никсы хоть что-то будут делать. В скобочках нет. Так, ну пока что бахаем. Пока что. Сейчас копье залутаем. Я расскажу суть, почему же я беру на баке гранату. Кассетную, а не что-то другое. Кстати, наш никс умер, мы его резать не будем, сразу говорю. Скорее всего, это еще ник с легендарным дропом. Не, надо отходить. Надо отходить, без вариантов, лута нету, аптечек нету. Мои вот сокомандники, как видите, очень интеллектуально одаренные в очередной раз. Ну, что поделать, что поделать. Так, там у нас гранатка есть неплохая. Еще один сквад прибежал сразу неожиданно. Как же неожиданно. Еще один сквад прибежал. А я сейчас попытаюсь сманеврировать хоть как-то. Как же не душат, как же не душат. Вот понимаете, два разных сквада отдушат все равно меня. Ничего неожиданного. Ну и, конечно же, самые полезные, которые могут быть. Да, кто же еще может быть, кроме них? Ладно, давайте вернемся к баку все-таки. Тройные гранатки, все дела. Почему беру? Во-первых, низкий, ну, рейтинг достаточно невысокий. И там противники, когда начинается файт, ну, редко очень убегают от вас. Поэтому я, в принципе, могу себе позволить залетать в 5 противников и драться 1 в 5. И для того, чтобы драться 1 в 5 адекватно, мне ботинок почти никогда не нужен. Или какие-то там предметы супер, которые вы там советуете постоянно. Так вот. Кассетная бомба, что она дает? Она дает x2 урон, опять же, объясняю. x2 урон по большой площади.
И это дополнительно еще дает отхил от зубов вампира. То есть я живу дольше и больше. То есть насколько я становлюсь сильнее за счет того, что получаю кассетную бомбу, ну, говорить сложно, потому что, заметьте, еще ярость как бы добавляется. То есть я получаю усиление на своего персонажа достаточно сильное, потому что оно работает и с яростью Бака, и с зубами вампира, и площадь урона больше, и урона больше. Ну, в общем, куча параметров, которые бустят персонажа. А ботинок, к примеру, дает только скорость. К примеру, да, просто вот привожу пример того, что он дает. Ну или какой-нибудь другой предмет. Они не так эффективны, как та же кассетная бомба. Вот такие вот дела. Поэтому в замесе конкретно кассетки нет равных. Особенно на Баке. Ну и на некоторых персонажах типа Льва тоже очень хорошо смотрится. У него же тоже ярость, как вы знаете, от получения урона. А у Бака от нанесения урона. Ну, в общем, разные параметры, конечно, но по сути она работает одинаково в плане усиления. Сейчас моя команда сможет собраться вместе, надеюсь. Надеюсь. Ну, я пока лутаюсь, мне норм. У меня, в принципе, уже 2 золота, легендарочки, легендарный лук прекрасный. Куча сейчас бонусов залутаем. Так, ну пока что бахаем. Спокойненько так. Поджейд, как он умирает? Вы посмотрите на этого неадекватного орла, ну. Вот просто я стою. Почему я его должен резать, а? Резайте кто-нибудь другие, ну. Гляньте, там окружают, тут окружают. У них вообще нормально там все, а? С окружением. Блин, как можно было промахнуться только что? Ладно, закидываем пока что. Блин, столько урона, вот Джейд летит. Ой, не Джейд, а с Фэй летит. А твой орел просто берет и как-то сливается. Ну, бочколюбы очередные, как же они бесят. Не успела, да? Я как бы сейчас не целюсь, вы это заметили особо. Особо в этом смысла нету. Сейчас прицеливаться, потому что, ну, против Джейд как бы сложновато это делать. Все-таки противник достаточно быстрый по маневренности. Ну и тут как бы в замесах за Фэй еще целится. Ты тут не успеваешь кнопки, вот смотрите, я прожал. Буквально полсекунды, секунда, и нужно уже снова прожимать новую кнопку. А если еще целиться, то как бы там уже времени даже нету. О, боже мой, как же какие они душные бочколюба, а. Ну, короче, если целиться, то уже даже нету времени. Точнее, если, ну, начинать прицеливаться, то КДшка уже начинает происходить быстрее, чем вы прицеливаетесь, и поэтому приходится, ну, капец, страдать, наверное, так называется. Короче, меньше приходится времени тратить на прицеливание, чтобы реализовать фулл урон в секунду на этом персонаже. Поэтому нужно выбирать. О, противнички бегут ко мне. Поставим сразу же бонусики всякие разные. Ля, что сделали? Они усилили? Раньше же такого не было. Был просто по-другому. Вот. Было закрыто и все. А сейчас смотрите, какой буст получает персонаж, а? Видали? Ну и, конечно же, мой гений неадекват на зебре почему-то в зоне должен умирать. Ну, чем мне так везет с этими неадекватами, а? Вот за чё? Вот чё так везет, а? Ой, я кого-то задел. Видали? Просто автоатака, я же говорю. Топ штука. Ну, моя команда... Вот что с ними не так? Вот они были рядом, ну почему они такие недалекие? Почему я один? Какие ж просто... У меня слов нет. Я их еще резал. Зачем? Вот... Понимаете, если бы я их не резал, я бы вытащил этот бой. Вот эти недалекие, это просто капец. Вот почему именно у меня? В команде эти... Хотя я знаю, да, я слишком часто побеждаю в скваде соло. В отличие от моей команды, которая постоянно умирает. И, наверное, игра такая видит это и такая: ага, соло тащишь бои командные. Понятно. До свидания. Ну, почему я соло тащу? Потому что выбора нету. Они все умирают постоянно. И в итоге получается замкнутый круг, когда приходится жертвовать командой, соло тащить бои. И вот, как бы, а игра думает: ага, соло тащишь, до свидания. Давай, иди соло тащи. Мы тебе гениев кинем, как всегда. Очередных. Ладно. По гранатке рассудили, поэтому... Блин, ну просто столько было возможностей. Мне вот команды... Ай, спокойно. Да. Надо просто играть адекватно, не на команду. Ну, это в моем случае не на команду, потому что слишком часто команда неадекватов. Откуда у него это? Ну вот... Ай, надо, короче... Ну, просто стоит лев бесполезно, ничего не делает. Стоит еще кто-то бесполезно, ничего не делает. Черепах хотя бы аптечку залутать смог. И то большое спасибо ему. Прям шикардос. О, лев кинул гранату, ничего себе. Ай. Сквадик меня залетает.
Пытаемся сейчас резнуть хотя бы кого-нибудь, отхилимся. Быси, кстати, 10 уровня, сильный достаточно, получается. Так, бахаем. Одного, наверное, сейчас добьем. Да, добиваем. Второго тоже, кстати, добиваем. Автоатака сейчас бахаем. Нет смысла целиться. Пусть все равно ближний бой был достаточно. Ай, повезло, что у нас было много аптечек. Очень повезло. Если бы не этот фактор, наверное, мы бы тут откинулись. А наш черепах до сих пор бегает ему. А зачем ему помогать скваду? Да, бесполезная вещь. Я бы тоже не помогал. Ага, подумал черепаха и решил не помогать. Так, ну, побежали, наверное, драться. Мы увидели только что активный навык Фэй. Как его усилили, да. То есть, видите, вот разработчики, они дорабатывают активные навыки, что-то еще дорабатывают, да. Но об этом не говорят. А зачем? Правильно? А зачем? А зачем об этом говорить, если не надо? Зачем, да? Так, бахаем по баку, который здесь стал почему-то. Зачем он там стоит, не знаю. Так, ну, у меня, кстати, первобытный инстинкт не замедляет, он просто дает типа усиление по броне, уменьшение брони, но на самом деле оно нифига не работает. Я уже это замечал, поэтому обидно это, конечно. Да, блин, ты как ты меня достал уже, боберу, а? Бобринская морда, как же ты достал меня, а? Ну как они ворачиваются? Вроде же тут ходят. А вот они. Так, все, Никса словили. Отлично. Закидываем автоатакой пока что все. Ну, тут как бы целиться, вот видите, не нужно, пока противник видит, ну, в зоне видимости, да, так сказать. Бобер, правда, куда-то свалил, я вот его прокидывал, походу он все-таки налево ушел. Обидно, конечно, он ушел налево. Было бы лучше, если бы он ушел куда-нибудь направо, я как раз туда бахал в этот момент. Но случилось то, что случилось. Так. Ну, Жавчик, он, видите, вот даже на ходу он меня бахнуть успел. Ну вот как он это делал? С тем, что он уже был там за текстурой частично, ну, в общем... Ой, как всегда, ничего нового. Бахаем автоатака, сейчас особо целиться не нужно. Тут бобер мне вряд ли его минусанет, но на всякий случай я похилюсь. На всякий случай. А что там, где жираф? Не понял немножко момент. О, золотой лук был. Круто. Так, надо, кстати, сейчас аккуратнее, потому что я смотрю, тут склад целый есть. С ними нужно быть аккуратными. Но меня сейчас не скелпуют очень, вообще не хелпуют никаким образом. Никаким образом мне сейчас не хелпуют. Поэтому приходится как-то самому все это разруливать. А разруливать очень сложно. Команда как бы, ну, такая из полезности. Так, ну хотя бы что-нибудь да я смог разрулить здесь. Сейчас отхилимся быстренько. Ну, очень сильный сейчас активный навык у Фэй. Очень сильный. Доработали его разработчики. И теперь он просто, ну, лютейшая имба. Надо это понимать и учитывать. Опять какой-то кенгуру просто рандомный остался и все. Я сейчас он тут еще мог бы вытащить, если бы был немножко адекватней. У нас черепах умер. Ну, я успел добить, черепах в итоге остался в победителях. Ну, вот она моя команда и я. Это при том, что я еще автоатакой почти без прицеливания фигачу. А так, да. Команда моя полезная очень сильно. Обидно очень. Очень обидно, что игроки так себе играют в игру, на самом деле. Может, я многого хочу на 1004 рейтинга, но... Кнопочки да нажимать-то надо, а? Хотя бы немножко. Ну ладно, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вот такая вот он сегодня прекрасная осьминожка Фэй. Всех развалила, всех затащила. Ну, почти. Если бы я был чуть-чуть не менее командным игроком, то я бы, наверное, на один топ-1 бы больше сегодня взял. Но. Хочется играть командно, да? А потом, когда видишь эту команду и понимаешь, что зачем я это делаю. Да. Такие дела. Не болейте, не скучайте. Всем пока.